Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Просто послушай, что о тебе скажут карты, как карты видят твое будущее. Вот давайте вместе поразмышляем, как дальше сложится ваша судьба. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла, куда без него. Какие советы дают карты? Какие посылы вам отправляют? Что вам важно знать прямо сейчас или нужно услышать? Какие знаки судьбы вам посылают карты? И вначале мы узнаем, что же в вашей жизни происходит прямо сейчас. Это будет у нас как сигнификация, по которой вы можете определить, насколько актуален для вас расклад. Все же расклад общий, он подойдет для всех, как и для моих любимых девочек, точно так же для мужчин. Мужчины, просто перекладывайте это на себя. Вот давайте подумаем. Именно вы пока не спешите, не торопитесь задавать какой-то вопрос или тему. Лучше подумайте, как бы спросите сами у себя, что в вашей жизни вас тревожит. Вот что тревожит, беспокоит прямо сейчас? Какой вопрос, проблема не выходит из головы? Может быть, о чем вы думаете даже тогда, когда, как вам кажется, не думаете ни о чем? Вот очень важный момент. Итак, так а что же о вас расскажут карты? Как видят вас, вашу жизнь, вот на именно сегодняшнем этапе? Апатия, мои дорогие. Вы себя прям... У кого-то усталость, кстати. Вы как будто выложились, ну, может быть, по максимуму. Может быть, была какая-то сложная ситуация даже, которая вас заставила, вы много чего-то предприняли, да. Но вот теперь вот такое переосмысление, а ведь правда, у меня как будто для самого себя или самой себя и сил не осталось. Вот что происходит сейчас? Вы понимаете, что кто-то вами, ну, как-то красиво проманипулировал. Он остался в выигрыше, а вы в каком-то минусе. Вы понимаете, что вы ошиблись. У кого-то эта ошибка связана с близким человеком. Неважно, тут может быть и друг, который вхож в ваш дом, у кого-то это родственник. К сожалению, такое тоже бывает. Близкий человек. Ну, или далекая родня. Король кубков, тут явно есть какой-то интерес, мои дорогие, к вам из-за денег, увы. Поэтому вот тут конкретно карты говорят, что тут какая-то денежная история. Это вы как для кого-то были долгое время ангел-хранитель. Может быть, это ваша помощь даже, да, но если мы уже буквально к финансам не сводим, но куда же деть нашу ресурсность, потраченное время, потраченные силы? Вот вы долго вкладывались в какого-то человека, а в результате вы как будто оказались на развилке судьбы. Вот вы сейчас и чувствуете, я не знаю, что мне делать дальше, я не знаю, куда мне идти. Абсолютное, знаете, какое-то внутреннее эмоциональное выгорание. Потому что это вы уже, как прежде, вы уже точно не хотите. И даже, может быть, как организм не позволяет. Вот у кого-то совпадет именно с тем, что, ну вот как раньше, прежде, так уже не может быть. И да, аналитика, она приходит, потому что в ляпсус-то мы в чем-то совершили. Причем, может быть, из добрых побуждений. Тут нужно было быть, ну, как-то осторожнее. Тут нужно было продумывать какую-то, возможно, хитрую ситуацию, чью-то многоходовочку. И вы теперь понимаете, что да, я спорить ни с кем не могу. Кстати, тут вы могли оказаться в такой ситуации вообще один на один. Да, человек вот у нас под дубом сидит. Вот уже пройден какой-то путь, да, как 3 пустых кубка. Но тем не менее, один кубок вам подают. Вам сейчас судьба будет подавать какую-то возможность. И вам нужно быть предельно внимательным хотя бы для того, чтобы не упустить какой-то свой шанс. Нет смысла, правда, кого-то воспитывать или кому-то заново говорить очевидные вещи. Вас могут, приготовьтесь к этому, может быть, это уже где-то произошел такой момент, вы дали как себе зарок, все, назад, ни ногой. А тут какая-то сложилась конфигурация, когда вас заново тянули в какую-то для вас ошибку, мои дорогие. То есть, когда, казалось бы, у нас раскрыты на что-то глаза, мы видим правду, та, которая вот как истина, да, абсолютно точная. Но, может быть, кто-то, взывая к вашим эмоциям, на правильных струнах вашей души. Сыграл какую-то свою мелодию, мои дорогие. Вы можете себя вот сейчас, кстати, по пятерке мечей корить. Но для кого-то это даже может быть тот человек,
когда вы словно вернулись в прошлое, с чем-то согласились, а с этим человеком у вас был конфликт. Так что же происходит у вас прямо сейчас? Четкое понимание, не, пора что-то завершать, всегда завершение, пора себя сохранять. Ну вот конкретные карты. Тут нет никакой философии, пора правильно, первое, распоряжаться деньгами и правильно ориентироваться с тем, что мне доносят, что мне говорят. Или хотят тут, да, чтобы я услышал, или, может быть, чтобы я так именно восприняла. Должен быть праздник именно в моей жизни. Но я должна сказать, вы, скорее всего, пытаетесь несколько точно, смотрите, вы пытаетесь абстрагироваться от каких-то навязчивых людей, от навязчивых предложений, от того, что явно вот тот жизненный опыт, чтобы он не пошел или не прошел в минус. Вы пытаетесь и себя как будто, может быть, буквально с руин поднять, да, или ищете, в чем же мне найти это вдохновение, в чем мне найти эти силы. Я вам должна сказать, ведь всегда старший аркан 20 говорит о том, что высшие силы вам помогают. Вот тут, конечно, мы не оглядываемся назад. Но, видимо, поскольку это старший аркан, я могу предположить, вы знаете, сейчас будут переменные в жизни людей, может быть, где-то вы уже это чувствуете. Меняется жизнь у тех людей, которым вы долгое время помогали, участвовали. Вот, видимо, судьба берет над вами шефство. Она будет вам помогать завершить вот эти негативные истории. Или когда вы во что-то вложились, а при этом позволили себя увести в какой-то глубокий минус. Завершается какое-то ожидание, мои дорогие. Вы по-другому будете рассматривать предложение. И, кстати, это ожидается. У кого-то будет, может быть, это уже произошло. Но вы так несколько с опаской, с настороженностью. Кто-то вам мог добрые вести принести, да, буквально недавно. Или приготовьтесь, что вы что-то вскоре услышите. Или буквально сегодня, или, может быть, завтра. Но не исключаю, что это было вчера. Но вы теперь эту новость уже обдумываете более критично, потому что вы опять же не верите, поскольку через ожидание каких-то лучших времен, либо через согласие, через добрые эмоции к вам как раз и пришла вот эта четверка кубков и пришла вот эта тяжесть. Когда мы слишком много сил потратили на то, что не имеет смысла. И все же к нам карты говорят, что сейчас вы пытаетесь отстроить свое благополучие, раз – и самое главное, могут быть 2 вопроса. Это ваше окружение, это ваши, дела, которые касаются жилья, но и буквально, может быть, какой-то близкий человек. Может быть, и близкий человек в нашей жизни есть и люди, от которых мы не откажемся, мы их никуда не денем, да. Они остаются в нашей жизни, но мы их не изменим. Поверьте, там включаются какие-то невидимые нити судьбы, когда, ну, на всех тех персонажей, которые были в вашей жизни, вам остается только наблюдать, которые вот именно с вами прежде взаимодействовали, но где-то это была корысть и был просто интерес, не было искренности. Искренность была только с вашей стороны. Так вот, люди будут делать выводы. Приготовьтесь к этому. Так ваша задача – это только наблюдать и постоянно анализировать. Анализировать, проверять информацию и у себя спрашивать, а так ли уж мне это нужно? Стоит ли мне доверяться? Может быть, вам предстоит пройти, и вы, может быть, даже уже где-то этим сейчас занимаетесь, пытаетесь прочувствовать каждого человека, что он мне несет, мне лично, не абстрактно, не обещаниями, а на что он готов. Он готов действовать, он готов в чем-то участвовать, потому что устал человек от обещаний, от большой работы, у кого-то тяжелой работы, у кого-то это будет, когда много вообще, в принципе, работ. Не один вид деятельности, а когда несколько. И наступает период, когда мы должны количество перевести в качество. Вот у вас именно количество в качество. По сути дела, вы сейчас строите свою подушку безопасности. Вот четверка жезлов. У кого-то на кону буквально будет прогресс по финансам через работу. Когда более стабильная работа или более стабильные деньги. Может быть, кто-то начнет работать на дому или сейчас это обдумывает. Но вы уже теперь более правильно подходите к этим вопросам, потому что если прежде вот заработал что-то, да, или кто-то к вам обратился, а вы обладаете ресурсами, временем, силами,
да, в чем-то участвовать или кому-то помочь, или буквально финансовыми средствами. И вы бы где-то без оглядки, не успев что-то додумать, начали повторять какие-то прежние ошибки. Или просто начали, не успев додумать, начали, ну, вот в каком-то прежнем ключе действовать. Как к вам взывают, как привыкли уже, для кого-то это вошло именно в привычку. Вот для вас, вы понимаете, ну, как Херону Вовне. Вы постоянно кому-то помогали, и у вас это как привычка. Пришло время перемен, менять свои привычки в пользу самих себя. Ну вот переоцените наше начало расклада, да, как вот что в вашей жизни прямо сейчас, насколько к вам подходит эта сигнификация, а мы идем с вами дальше. Ну, кому недостаточно, прослушайте. Насколько выпавшие карты, у нас сегодня очень добрая колода карт Чиро Маркетти, Королевское Таро. Правда, очень добрые значения. Мне безумно нравятся все работы Чиро Маркетти. Ну, давайте вернемся к нашему раскладу. И так что же нам о вашей жизни расскажут карты? Как карты видят ваше будущее, мои дорогие? И мы условно разложим карты на 3 позиции. На 3, по 6 карт в каждой. То есть достаем первое, и это у нас будет событие ближайшего времени. Что произойдет в ближайшие дни? Вторая карта и третья карта. События ближайших дней, может быть, со дня на день. То есть это где-то вот прямо буквально как событие на пороге, совсем скоро. Пятая карта и шестая. Почему 6? Потому что вы знаете, по Таро 6 это у нас всегда число победителя или число успеха. Может быть и не буквально быстрого, но тем не менее вся активность умещается по нумерологии от 1 до 6. Такая самая значимая. Второй мы зададим вопрос, что произойдет в отдаленном будущем, к чему все идет события ближайшего будущего, как отыграется в отдаленном будущем, какие нам знаки судьбы дадут карты, какие советы от карт мы получим. И это у нас будет вторая стопка карт. Итак, тоже 6 карт у нас уже готовы. Ну и что же будет дальше? К чему приготовиться? Как линия судьбы может сложиться именно не на отдаленное даже будущее, но пусть это будут те советы, тут действительно к чему приготовиться, для чего все это было нужно. И тоже достанем 6 карт. Может быть, это какая-то просто потоковая информация будет для вас, как сложится ваша жизнь дальше. Куда заведет судьба? Вот давайте будем узнавать. Так куда же вас заведет судьба, мои дорогие, любимые, в ближайшие дни? Давайте будем открывать. Аркан влюбленная. Ну, правда, ведь нам эта карта уже переворачивалась, я ее доставала. И какая-то история будет продолжаться. Более того, она продолжается именно в том же ключе. Какой-то человек действует так же, а он по-другому либо не умеет, либо не знает, либо не хочет. И я могу сказать, что вот прямо в ближайшие дни метаморфоз не произойдет. Именно тех, которые связаны, несмотря на то, что это 2 старших аркана. Потому что вам-то ведь в этом все знакомо. Но какая-то прежняя история внешняя, в обстоятельствах, в отношениях, она будет продолжаться. Стало быть, люди будут петь какую-то песню, как и раньше, что-то нам там пытались транслировать, действовать, воздействовать на вас, мои дорогие, ставя вас перед какими-то выборами, кстати, будьте к этому готовы, или задавать вопросы вам. Знаете, вот, а что мне делать, вот, например? Как будто у человека патовая ситуация, будьте к этому готовы. Вот как будто по судьбе. Вам именно в этой концепции может человек задавать вопросы, говоря или рассказывая о своем каком-то безысходном положении или о том, что у него сложилась сложная ситуация. Вот у вас не должно быть никаких эмоций, потому что взамен они ждут именно от вас действий или конкретный человек ждет каких-то ваших действий. А самое главное, человек ничего не готов вообще сам делать. Вы понимаете, тут складывается какая-то обстановка такая, когда словно вот этот вопрос, что мне делать, да, как я говорила, человек вам рассказывает сначала про свое житье-бытие, про какие-то свои минусы,
а потом говорит: "Я не знаю, что мне делать". То есть вот знаете, такое ловкое манипулирование, искусство вопроса, да, и какая-то пауза. А у вас, мои дорогие, как мы говорили, уже привычка. Вы сильные люди, вы всегда знаете, что делать. Вы всегда, умеете выкарабкиваться из каких-то сложных ситуаций. И вот люди настолько к этому привыкли, что буквально, ну, вы же все равно что-то придумаете. И они вам несли как свои какие-то вопросы, проблемы. Ну, на всякий случай в ближайшие дни приготовьтесь, что вы будете делать, слышать точнее, но не делать это точно, потому что следующая, третья карта, шестерка мечей– это когда мы понимаем, знаете, у нас даже глаза открываются. Ну, давай, рассказывай как будто. И если я сейчас только включусь в этот вопрос, я себе закрываю дорогу в будущее. Карта заслуженного успеха. Вам нужно будет первый сделать шаг, когда вы кому-то скажете «нет». Причем с учетом вот этих двух карт. Пользуйся теми методами, которые против тебя применяли другие. Задавайте вопрос: а что мне делать? У меня сложная ситуация. Ну, это банально, да? Можно массу вариантов найти. Или выслушайте, да, выслушать, почему нет, мы можем. Хотя недолго, если это, ну, если растягивается на часы, да, к примеру. Есть люди, которые любят долго о себе рассказывать. Или много о себе говорить. Вот я не исключаю, что в вашей жизни будут именно те, боже, может быть, вы этого не замечали, которые, когда к вам обращаются, с вами контактируют, может быть, банально, пишут в мессенджерах, или вы говорите с ними по телефону, но они вам рассказывают о себе. Они могут у вас дежурным вопросом спросить, как у тебя дела, но они знают, что вы скажете нормально. Или ну так себе, ну справляюсь. Или хорошо. Вы все равно для вас как будто, va bene будет, да, все нормально. Потому что вы понимаете умом, кому жаловаться, кому говорить. Все равно и не помогут, и не придут на помощь. И все равно толку от этого никакого. А еще раз проговаривать или рассказывать что-то о себе нет ни сил, ни желания, ни здравого смысла. И вот для вас это задача. Даже если вы выслушали в какой-то ограниченный период времени, человек ждет, что вы сейчас ему предложите, может быть, какой-то вариант решения проблемы, а вы выслушали, то есть в этом вы исполнили какой-то свой дипломатический акт или действо, а потом вы говорите, что ты знаешь, у меня сейчас ничего вообще не получится, или у меня сейчас сложная ситуация. Именно в этом контексте я сам не знаю, что мне делать. Сыграйте, в конце концов. У вас потому что ваша задача вот внимательно в ближайшее время. Как будто вот на этой лодке, представьте, мои дорогие, обратите внимание на карту. Нам показана девушка, она отплывает на лодке. И, ну вот, есть у каждого из нас, может быть, период такой жизни, вот как бреду не знаю куда. Это неправильно, кстати, да? Но одно дело бреду не знаю куда, какая-то неосознанность. Но вот где-то вы можете, тем не менее, вот вы сильный человек, судя по первому нашему раскладу, именно по сигнификации я этого не сказала. Но поэтому и люди к вам бесконечно вас теребят. Если бы видели вашу слабость или вашу в чем то несостоятельность, поверьте, на вас бы не навесили в своих проблем. Ну, вот тут все элементарно. Так вот, вашу силу нужно употребить на благо вам самим. И сделать это, да, может быть, вот эту фразу даже вот "бреду не знаю куда", как защитный панцирь сказать тем, которые будут к вам обращаться за помощью. Пусть думают, что хотят. Мысли- это прекрасно, пусть анализируют. Вот именно: "А что мне делать?" Я сама не знаю, куда бреду, правда. Видимо, тут без этого не обойдешься, потому что 2 старших аркана могут говорить, что с двух сторон двое людей или обстоятельства, и конкретный человек будет опять где-то на вас давить. Вот ваша задача- сохранять самих себя. От этого зависит победа и завершение, как выход из лабиринта, из какой-то сложной ситуации. Удивительно. Наверное, все то, что нам пришло по сигнификации, нам карты повторили. Мне нечего добавить, правда?
Такое впечатление, что я рассказала, может быть, ну, все равно узнаем, а что же там в отдаленном будущем. Но вот настало время, понимаете, выздоравливать от начала до конца. Позволить людям проявляться теперь по отношению к вам. И поверьте, даже если мы кому-то отказываем, это не нужно этого бояться. Не нужно бояться, что, знаете, как какой-то гомеостаз вокруг вас будет нарушен, потому что у вас сейчас превалирует нарушение внутреннего гомеостаза, внутреннего порядка, организации в жизни. Потому что вот, ну, представьте, вы вот как по семерке жезлов, да, ну, пусть где-то так аллегорически я говорю, мы всегда ведь говорим, что вот один жезл – это как будто это то, что важно сейчас для вас. Но 7 или 6 остальных – это то, когда вы словно на развилке, а вас и за руки, за ноги пытаются тянуть в разные стороны. Понимаете, вас в покое не оставляют. По сути дела, когда нас не оставляют в покое, а нам туда не надо. Есть только одна наша тема. Поэтому есть такая колода у меня ангелов-хранителей. Так вот, там называется не смерть. Я надеюсь, что большинство из вас понимает правильно. Это карты Таро, это карта завершения, именно окончания. Так вот, карта именно в колоде ангелов-хранителей, она говорит Вашарандары, отпускай. Вот просто одно слово, отпускай, мои дорогие. Вот что вы должны транслировать, да? Советы карт или знаки судьбы, давайте назовем так. Вам нужно отпустить. А сказать, может быть, я сам не знаю, куда приду, что мне делать. И вы, может быть, даже простыми фразами просто человека поставите в тупик. Но это так на всякий случай. Кто не может сыграть, да, или надеть на себя маску, маску придется надевать. По-другому вы не выйдете, у вас какая-то сложная ситуация именно в отношениях. Через отношения к вам приходят, ну, какие-то неправильные тропы в вашей судьбе. Ну, я не утверждаю, но явно все ваши победы зависят от того, в какие вопросы вы включаетесь и в какие не включаетесь. Но наступает момент, когда себя сохраняем. Кстати, знак судьбы – будь жадиной. Вот конкретно. Карта скупердяя. Но, судя по всему, что нам выпадало, и то, что мы с вами проанализировали, настало время быть жадиной. Жадиной по отношению к собственному времени, к собственным ресурсам, к собственному вдохновению, мои дорогие. Не дарите свои силы тому, кто этого не заслуживает. Делай, быть может, то, о чем ты раньше говорила кому-то, но никогда не делала сама. Либо руки не доходили, либо себя откладывала на потом. Знай, когда нужно отпустить, а когда нужно держаться, крепко держаться. И не бойся сказать все так, как есть. Не бойся сказать «нет». Научись говорить «нет», чтобы твое «да» состоялось победой в твоей жизни. И знаете, сразу как знак вот такой тоже, подсказку, потому что у вас такие карты выпадают. Вам самим нужно научиться быть заинтересованным или заинтересованной, а не интересной кому-то, потому что интересы приходящие и проходящие, мы это тоже знаем. Ладно, давайте необычный расклад. Что же тут в отдаленном будущем? Ух ты, тут к вам прям какой-то поток новостной, два пажа. Вы знаете, мы точно так же можем, как эти две карты в старших арканах, да, мы можем переложить, ну, как это будет дальше. Или, например, как отдаленное будущее той истории, которая вот именно со дня на день у вас будет разворачиваться. Так вот, люди будут пытаться еще какой-то забег или заход, или какие-то просьбы. Но у кого-то из вас это могут быть еще и вопросы, касаются работы. Или вопросы как-то финансов. Возможно, вы получите какие-то все же новости, когда вам самим, ну, будут больше, знаете, возможностей именно по финансам. Это добрая карта, восьмерка пентаклей. Кстати, говорит, к чему приготовиться. Работы будет много, мои дорогие. Может быть, и вот этот подготовительный момент, который мы с вами проходили по сигнификации, вот то, что будет в ближайшие, может быть, дни. Для чего это все нужно, мы говорим. Для чего нужно сохранять и силы, и финансы, потому что работы будет много. А вокруг будет много какой-то новостной и мишуры, кстати, которую вам нужно профильтровать и найти здравый какой-то смысл. Мы ищем правду, истину, мы ее находим.
По пажу мечей, вот обратите внимание, особенно в колоде Чиро Маркетти, я надеюсь, это видно. Молодой человек — это какое-то новое начало, мои дорогие. И посмотрите, насколько он решительный. Это решение и решимость сделать первый шаг. И здесь буквально новое направление. Как будто Чиро Маркетти даже указал мечом. Вот мы шли как ровненько, да, и вдруг мы понимаем: нет, баста, пора сворачивать. И вот эти 2 голубя. И для кого-то голубь — это как символ благополучия. У вас тут 2 голубя. У кого-то это может означать и личную жизнь, вопросы правильного взаимодействия. Тут действительно некоторые люди, кому суждено, вас догонят. Это работает безотказно. Но и для вас вот это выбор направления. Вот сейчас наступает время. Ну и для этого вам нужны будут силы. Далее вы как будто будете выходить, может быть, для кого-то из вас из какой-то сложной ситуации по работе, а для кого-то по деньгам. Десятка мечей, вот посмотрите, как человек, это вот в отдаленном будущем, вам еще придется подводить какие-то итоги, хотим мы того или нет. Но есть как дорога в никуда. Мне очень нравится, как десятку мечей называет Колет Барон Рид. Изящное завершение. Вот вы должны свои ресурсы любые сохранять. И есть то, что требуется изящно завершить. Вам это как по судьбе. Аркан справедливость. Я уже говорила, что сейчас в вашем... Ух ты, а тут еще какой аркан. Вам дважды по судьбе. И правда, я говорила, что сейчас начнут происходить какие-то события в жизни тех людей, которые вам прежде, ну, доставили какие-то, может быть, мягко говоря, неудобства или с кем было связано разочарование. Начинает работать закон кармы. Поэтому я говорила, наблюдайте. Вот ваша, вот, наверное, как это центральная карта. Что имеет здравый смысл, что имеет продолжение, и неважно. Финансы, работа, ваше участие, отношения. Кто готов рядом быть с вами, а кто только пользоваться. Но вы проходите сейчас какой-то очень сложный эмоциональный, может быть, период. Но хотя с учетом первой карты, да, которая в сигнификации, тут скорее нам говорят о том, что эмоции ведь оставили вас. Здесь, знаете, именно эмоциональное выгорание. Вы просто устали. Вы себя истратили в ноль, когда нам самим ничего не хочется. Вот кто-то довел себя до такого состояния. Но и тут тогда задача выйти из прежних воспоминаний. В отдаленном будущем. Вы знаете, себя для вас это как вам жизненный экзамен. Сумеешь ты выйти или нет? Сумеешь ты себя перестроить? От этого будет зависеть тоже будущее. Потому что, видимо, вот это эмоциональное выгорание, его можно... Ну, кстати, прочитайте статью на моем сайте, я думаю, вам это какие-то подсказки даст. Вам себя нужно как переместить, может быть, буквально, отправиться в путешествие на денек, на два, пусть это даже короткий период. Просто это вы сели на другой конец города, поехали на транспорте. Или сделали то, чего вы не делали прежде. Или вы понимаете, что мне сейчас, ну не то чтобы себя надо пожалеть, а вот именно себя нужно чем-то вдохновить. И вот это вдохновение, когда мы себя чем-то балуем. Вот вам будет легче пройти, как завершить. Вот тогда и будет, наверное, изящное завершение какой-то очень сложной ситуации. Больше самодоверия. Ну и как-то легче вот этот жизненный экзамен. И тут будет очень важно не включиться в какие-то вопросы заново. Я не очень верю в магию, но очень часто, когда мы вообще об эзотерике говорим, или, к примеру, карты Таро, когда мы смотрим, ну, на какие-то такие не совсем нам понятные силы, скажем так, да. Вот именно эзотерика, магия. И ведь по аркану справедливость всегда причина и следствие. И всегда, когда этот аркан выпадает, не бери на себя чужую карму, мои дорогие. Не берите. Потому что вас судьба, это в отдаленном будущем, как я уже говорила, вот по этим 2 картам будут, правда, испытывать. Включишься ты в какой-то вопрос заново. Подцепят тебя как будто на какой-то крючок, как рыбку золотую. Или эта рыбка так раз и уплыла. Наверное, правда, без лицедейства как-то тут не пройдет, потому что не просто у людей экзамены жизненные, но у них экзамены, может быть, их будет даже много. Потому что нам всегда судьба возвращает, когда мы сделали что-то хорошо, и в этом вам ваши силы, высшие силы вам помогают.
Но я, конечно, не исключаю, когда мы сами совершили какие-то ошибки, тогда нам судьба вот эту работу над ошибками и предоставляет. Вот все то, что мы говорили, для вас действительно это какая-то ошибка, которую вам сейчас нужно исправить. Но высшие силы сейчас за вас. Более того, не оглядывайся назад. Тебе отсюда полный вперед. Карта выздоровления, избавления от боли, избавления от страданий. Ладно, так как к чему приготовиться, к чему там пойдет? Ну вот точно, семерка жезлов. Вот вооружились одним жезлом и не ногой. Не включаемся, пока мы сами для себя не определили, что каждому жезлу, или представьте, что это 7 людей. Ну, может быть, их и не 7, а у кого-то больше, у кого-то меньше. Что человек хочет от меня получить? Задавайте себе каждый раз этот вопрос. Для вас это как выбор правильного направления, вашей радости, счастья, ваших возможностей. Причем тех возможностей, которые у вас идут на долгий период времени. Волшебная карта в колоде Чиро Маркетти, туз кубков, лучезарная дельта– это умение видеть на пару шагов вперед. Это интуиция, слушайте свою интуицию. Это когда жизнь ваша должна быть благополучной, независимо от фаз Луны. Вот буквально так. Много добрых эмоций, безусловно. Но Чиро Маркетти он удивительный художник и знаток символов. Он еще нам прорисовал золотых рыбок. А рыбы, я вам прямо скажу, первое– путешествие, второе– финансы. И радость именно от того, что мы живем так, как нам нравится. То, что нам приносит счастье, удовольствие, когда мы понимаем наполненность энергиями вот этими жизненными, а не так, как мы себя не успели наполнить и тут же потратили, понимаете? И это нужно на далекий период времени, совершенно необходимо. Для кого-то из вас есть и люди близкие, кто действительно вас догонит, как будто вы пойдете, а вам вслед какой-то человек все-таки изберет, может быть, сделает какие-то выводы, ошибки, но он останется с вами, мои дорогие. Но я для кого-то из вас могу допустить, и, скорее всего, оно так и будет. Шаг за шагом вы не за один момент, да, это не значит, что мы со всеми переругались там, да. Тут нет смысла кому-то что-то доказывать. Но, может быть, шаг за шагом вы еще будете выходить из какого-то ожидания. Вот правда, мои дорогие, может быть, кто-то вот сейчас проанализирует и скажет, а ведь правда, как мало пройдено дорог, хотя дорог у вас может быть много, очень даже много у кого-то. Но если переложить на эквивалент с ошибками, вот вы тот человек сильный, который, вот смотрите, ваша сильная позиция в том, что вы очень реалистичны. И вот этот реализм ни в коем случае нельзя потерять. И вы можете столкнуться с людьми, которые, внимание, будут воздействовать на вас разными методами, путями. Кто-то может вас уговаривать, кстати, кто-то будет воздействовать на чувства, а кто-то, наоборот, с вами будет спорить, мои дорогие. Но завершить какое-то ожидание вам помогает только логика и здравый смысл. Хорошо, давайте вот так вот в целом. Куда вас заведет судьба в ближайшее время? По этой карте император– это организация нашей жизни. По этой карте, мои дорогие, приготовьте, что у вас что-то может меняться в работе. Или не то, что это вы сами, все же старшие арканы, опять же, для вас сама судьба выстраивает какую-то новую палитру событий, новых возможностей, но ваша задача перестроить свою жизнь в каком-то очень логически правильном, продуманном направлении, использовать любую возможность не на благо кого-то, или чтобы поделиться, а все-таки для того, чтобы обустроить свою собственную жизнь, чтобы в ней было больше порядка. Время наводить порядок в жизни. У кого-то буквально порядок в документах, потому что это карта власти, провластных структур, контактов с людьми, которые наделены этой властью. Для кого-то, может быть, и придется из вас находиться даже среди тех людей или в общности, которые занимают более высокий пост. Вы можете даже столкнуться с таким человеком, кстати, который вам не расскажет, чем он занимается, какой пост он занимает, но у вас с ним продолжится именно контакт. Он может с вами спорить, вы можете познакомиться, может быть, в отдаленном будущем с таким человеком, и вам будет очень правильно с ним выстроить взаимоотношения, но это как важный пункт
отправной пункт. Вас ведет к вашей даже популярности, мои дорогие. У кого-то из вас будет своеобразный прорыв как по работе, может быть, и по творчеству. Вы меняете статусы, кто-то через работу, а кто-то, возможно, вот даже сложным человеком у вас позже может, ну, какое-то взаимодействие, может быть, контакты, дружба, может быть, и личная жизнь, да, я не исключаю, все-таки наш расклад общий, но тут совершенно другого статуса человек придет в вашу жизнь. Вот для чего вам нужны вот эти перемены. Зачем нужно было слушать, наверное, до конца наш расклад? Судьба меняет правила вашей жизни. И, соответственно, нулевой аркан говорит о том, куда заведет вас судьба. Это новое, знаете, когда мы пишем новую главу, когда мы перевернули какую-то исписанную, замученную страницу своей жизни и идем в будущее. Это, знаете, карта будет говорить, что да, пока ты что-то стабилизируешь, организуешь, наладишь, знаете, как поставить на нужные рельсы правильно, когда уже скользит. Это новый совершенно, знаете, не просто жизненный даже этап, а я бы сказала, это в новых энергиях. Я говорила, перестань отдавать свою силу, не обнуляй буквально себя. Может быть, для вас карта будет говорить, что ты, ну, как будто твое место, может быть, даже не в той общности. И тут действительно могут новые люди приходить. Деньги и путешествия. Ну, или, может быть, это у кого-то как переезд. Но вот приготовьтесь к тому, что для чего это все было нужно. Для чего, может быть, нужны или вам нужно сменить окружение, или позволить новым людям войти в вашу жизнь. Причем это не может быть та история, которая была вот на прежнем вашем уровне. Для того, чтобы ну, люди новые вошли, это не должен быть уровень пониже, это должен быть все-таки уровень повыше. У вам выпадает аркан император. Но это, знаете, это где-то есть да, экстравагантность. Это есть какое-то нарушение правил. Может быть, и вы, мои дорогие, будете не раз еще адаптироваться к какой-то ситуации, которая приходит к вам именно извне. Но значит, и эта генеральная репетиция или вот этот вот итог работы над ошибками, она вам когда-то тоже пригодится. И жизнь всегда по нулевому аркану наполняет нас жизненной силой, энергией и желанием. Знаете, любопытством к жизни. Не к соседу, не к кому-то там, не то, что происходит там у кого-то, да, а именно те возможности, которые нам дарит судьба. А нам именно это и хочется попробовать. Игра жизни, мои дорогие, завораживает. Вот к чему совершенно меняется парадигма вашей жизни. Перекладывайте на себя. Я искренне надеюсь, что наш прогноз не совсем простой, наш расклад вам дал какие-то подсказки, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Боже мой, за ваши комментарии, мои дорогие. У вас такие душевные комментарии, вот именно на канале Таро Немо. Я благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной, поэтому оставайтесь со мной дальше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.